Вначале развеем распространенные мифы, чтобы у вас было правильное представление о тыкве и вы не пытались лечить то, чего она не лечит. Пишут, что тыква богата витамином Е и поэтому хорошо влияет на мужское здоровье. Смотрите на таблицу. На экране мы видим, что на 100 грамм тыквы приходится всего 2,7% токоферола от суточной нормы. Как вы видите, это миф. Также пишут, что тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. В 100 граммах тыквы 30% каротина, и это неплохо. Но в 100 граммах моркови 240% каротина от суточной нормы. Подобных мифов множество. Запомните важное правило относительно нутриентов. Все нужно проверять, так как в интернет множество фейков. Чтобы не тратить ваше и наше время, давайте сразу узнаем, чем действительно полезна тыква. Внимание на экран. В 100 граммах продукта содержится 100% суточной нормы кремния. Напомним, недостаток кремния в организме может привести к довольно серьезным проблемам со здоровьем. Первое. Резкая нехватка кремния приводит к быстрому образованию на стенках сосудов так называемых холестериновых бляшек и ведет к атеросклерозу. Второе. Хрупкость костей, ухудшение состояния зубов, волос и ногтей. Третье. Нарушение в работе щитовидной и поджелудочной желез, надпочечников. Четвертое. Обострение и проявление разных видов аллергии. Пятое. Снижение иммунитета. Шестое. Развитие сахарного диабета. И так далее. Так что в отношении кремния тыква – хороший выбор. Выше мы уже упоминали бета-каротин и выяснили, что тыква не лидер по его содержанию. Однако 30% от суточной нормы на 100 грамм продукта в тыкве все-таки содержится. Далее витамин А. Его 28% в 100 граммах продукта. В паре витамин А и каротин являются сильными антиоксидантами. Вы можете выпивать ежедневно тыквенный сок по 1 стакану за 20 минут до еды, и это обеспечит вам дополнительную защиту от свободных радикалов и рака. Возвращаемся к таблице и смотрим медь. 18% на 100 грамм продукта. Медь принимает участие в образовании эритроцитов красных клеток крови. Также она является ключевой составляющей коллагена, нашего основного структурного белка. Вообще медь участвует во многих процессах, проистекающих в организме, в том числе и в наиважнейших. Все остальные нутриенты можно не брать во внимание, их немного. Делаем вывод по нутриентам-лидерам и переходим к полезным рецептам. Тыква содержит суточную норму кремния, треть нормы витамина А, каротина и 1/5 от суточной нормы меди. Тыква на 90% состоит из воды, а на остальные 10% из разнообразных витаминов, микроэлементов и грубой клетчатки. В связи с этим овощ хорошо очищает кишечник и почки, насыщает организм жидкостью. А пектин выводит холестерин из организма. Это стоит того, чтобы употреблять тыкву ежедневно. Итак, что можно приготовить из тыквы? Рецептов есть много, но мы рекомендуем в первую очередь попробовать именно классический пирог с тыквой. Тыквенный пирог. Пирог из тыквы делается так. Возьмите 160 грамм муки, 15 грамм сахарной пудры, 85 грамм сливочного масла. Смешайте все на невысоких оборотах или вручную венчиком. Далее поместите смесь в удобную посуду и добавьте 2 столовые ложки холодной воды и начните размешивать. Постепенно добавляйте понемногу воды и вымешивайте, пока не получится так называемое песочное тесто, которое будет основой нашего пирога. Далее равномерно раскатайте тесто, чтобы можно было поместить его в форму. Старайтесь сделать так, чтобы тесто было везде одинаковой толщины. Далее возьмите небольшую форму для выпекания и поместите в него тесто. Если у вас форма с антипригарным покрытием, то следующий совет пропустите. Если же у вас обычная форма, то перед тем, как помещать в нее тесто, застелите дно формы пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Это нужно для того, чтобы тесто не прилипло к форме.
Когда тесто будет уложено, приступайте к следующему шагу. Вилкой сделайте небольшие отверстия по всему периметру формы, иначе тесто может вздуться во время выпекания и пирог будет кривым. Теперь основу поместите примерно на 15 минут в холодильник и займитесь приготовлением начинки. Возьмите одно яйцо и 2 яичных желтка, 400 г тыквенного пюре, 100 мл слива, а также 2 столовые ложки сахара, смешанные с 1 столовой ложкой корицы. По желанию можно добавить ванильный ароматизатор. Все ингредиенты поместите в посуду и перемешайте венчиком. И, наконец, залейте нашу начинку в форму и поставьте разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Пирог готов. Если будут вопросы, пишите, и мы ответим.